Холодный вечер опускался на Лондон. Артем, один из самых молодых предпринимателей в городе, выходил из супермаркета. Обычно он за покупками не ходил, этим занимались помощники. Но сегодня хотелось простоты, пройтись между полками, услышать тихую музыку, вдохнуть запах свежего хлеба. В руках был лишь небольшой пакет продуктов. Его взгляд случайно остановился на женщине у удаленной кассы. Ей не больше 30, на плечах висело старое пальто. Рядом прижималась к ней маленькая девочка лет 4, с карими глазами, в которых было столько серьезности, будто она уже слишком рано повзрослела. В руках девочка крепко держала пакет молока. Женщина в корзине несла минимум: хлеб, немного крупы, пару яблок и молоко. Ничего лишнего, только самое необходимое. Ее плечи были сгорблены, руки дрожали, глаза темнели от усталости. Когда кассир назвал сумму, она пересчитала монеты, которых явно не хватало. Девочка наблюдала за этим, сжимая пакет молока. «Простите», — тихо сказала женщина. «Тогда молоко верните», — добавил кассир. Девочка подняла на мать глаза, полные боли и отчаяния. «Мам, оно нам нужно», — прошептала она. Женщина натянуто улыбнулась. «Все будет хорошо, справимся». Кассир забрал пакет. Девочка едва отпустила его, сжав пальцы до белизны, стараясь не расплакаться. Артем почувствовал сжатие внутри себя. Он видел нужду, но это была настоящая борьба матери за ребенка. Воспоминания о собственном детстве в Лондоне нахлынули. Мать после ночной смены, горячая каша, пакет молока — все стало живым. Женщина собиралась уходить, а Артем не мог пройти мимо. Он подошел к кассе, тихо положил свои продукты и сказал: «Пробейте все, что у них в корзине, я оплачиваю». Женщина окаменела. Девочка притаилась за ее пальто. «Нет, мы сами», — пыталась возразить мать, но голос дрогнул. Артем улыбнулся спокойно. «Вы справляетесь каждый день. Позвольте мне помочь сегодня». Девочка осторожно взяла молоко обратно, прижимая к груди, как маленькое сокровище. Женщина глубоко вздохнула, отпуская тяжесть. «Не знаю, как вас благодарить», — сказала она почти шепотом. «Не нужно», — ответил Артем. «Просто передайте добро дальше». На улице Артем последовал за ними. На парковке была слякоть, мороз покрывал асфальт блестящей коркой. Женщина аккуратно укладывала покупки в старую тележку, а девочка держала молоко. «Нам теперь хватит?» — спросила она. «Хватит, главное, что мы вместе», — ответила мать. Артем предложил подвезти их домой. Сначала женщина колебалась, но согласилась. По дороге девочка радостно рассказывала о котенке и мечтах стать врачом. Женщина сидела молча, впервые позволив себе немного расслабиться. У подъезда она тихо сказала: «Вы нам очень помогли». «Берегите себя», — ответил Артем, протягивая визитку. «Если что, напишите». Девочка махнула рукой. Артем смотрел им вслед, ощущая, что эта короткая встреча изменила не только их вечер, но и что-то в нем самом. Иногда самый большой поступок — просто не пройти мимо.